Привет, меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить вкусный ванильный тортик. У него вертикальный разрез и необычный дизайн. Готовится он совсем несложно, и в этом видео я поведаю вам простые секреты правильно взбитых белков для бисквита. Расскажу про сборку и простейшее оформление. Друзья, на канале моего мужа Артема вышел простой рецепт вкусных ПП-сырников из самых простых ингредиентов. Эти сырники станут отличным перекусом и помогут восполнить дневную норму белка. В этом видео вас также ждет простейший лайфхак по заморозке сырников. Ссылка в описании под видео. Для коржей нам понадобится 45 грамм муки. У меня это рисовая мука. Я использую ее, когда хочу получить светлый корж. Но можно взять любую цельнозерновую муку. Причем, если вы выбираете глютеновые виды муки, то возьмите сразу 50 грамм. А к безглютеновым видам муки добавляем 5 грамм кукурузного крахмала. Также нам понадобится буквально 1 грамм соды. Размешиваем сухие ингредиенты. Отдельно берем 150 грамм йогурта комнатной температуры и 3 яйца. Яйца разделяем на белки и желтки. Белки помещаем в сухую и обезжиренную чашу для взбивания, а желтки отправляем к йогурту. К белкам не должно попасть ни грамма желтка. К йогурту и желткам добавляем 10 грамм масла. У меня это масло ги, но подойдет любое стойкое к нагреванию масло. И 1 чайную ложку натурального экстракта ванили. А к белкам добавляем 25 грамм эритрита и 25 грамм натурального сиропа без сахара. Эритрит и сироп можно взять в любой пропорции. Йогуртово-желтковую смесь просто смешиваем венчиком. А белки взбиваем до устойчивых пиков. К йогурту добавляем сухие ингредиенты и размешиваем. Белки нужно взбить до такой консистенции, чтобы они не двигались при повороте чаши, и сразу остановить взбивание. Можно увидеть, что венчик оставляет четкие пики. Но вот пока я вам это показывала и снимала этот процесс, вместо того, чтобы остановить его, я слегка перевзбила белки. И решила не переснимать еще раз, а показать вам наглядно, чем это чревато. Тем более, иногда получаю от вас вопросы о правильно взбитых белках. Здесь это не очень критично, коржи все равно получится. Так вот, часть белка я переложила к желткам. И размешиваю лопаткой движениями снизу вверх. Посмотрите, за счет того, что белок уже довольно плотный, его трудно соединить с желтками. Можно только разбить его комочки лопаткой, но сами по себе белки не вмешиваются. За счет плотной консистенции они как бы не впускают в себя желтковую массу. Поэтому процесс размешивания получается долгим, и часть пузырьков теряется, соответственно снижается и пышность теста. Это не критично в тесте, в котором есть разрыхлитель или сода. Это также не принципиально, если вы взбиваете яйца целиком. Но правильно взбитые белки особенно важны, если вы выпекаете высокий корж в кольце. Потому что в этом случае непромешанный белок поднимется вверх, а менее пышная часть теста опустится вниз и будет иметь совсем не такую текстуру, как задумано. По частям вмешиваем белки к желткам и соединяем с остальными белками. Получается тесто средней пышности. Если бы белки не были перевзбиты, оно было бы немного пышнее. Половину теста выкладываем на противень, застеленный антипригарным ковриком. И распределяем тонким слоем. Вторую часть на второй противень. Выпекаем коржи при температуре 160 градусов Цельсия 20 минут. В середине выпечки желательно поменять противни местами, чтобы цвет у коржей получился более равномерный. Для крема нам понадобится 430 грамм рикотты. Добавляем к ней 23 грамма подсластителя и 1 чайную ложку ванили. Измельчаем блендером до однородности. Желательно, чтобы не осталось неизмельченных крупинок. Добавляем 130 грамм нежидкого йогурта и размешиваем уже без блендера. Вместо рикотты с йогуртом можно взять мягкий творог. Тогда пробивать блендером не нужно, но вкус у торта будет немного другой.
Получается очень нежный, мягкий крем. Коржи готовы, когда они начали по краям немного темнеть. Переворачиваем коврик коржом вниз и аккуратно снимаем коврик. Хорошо пропеченный корж легко отходит от него. Срезаем с коржа неровные края и нарезаем его на ровные полосы одинаковой ширины. У меня это 6,5 см. У меня из одного коржа получилось 4 такие полосы. Наносим тонкий слой крема из кондитерского мешка. Примерно 280 грамм крема уходит на один нарезанный корж, то есть 4 полосы. Наносить из кондитерского мешка долго, но зато потом разровнять можно быстро и легко. Разравниваем. И также поступаем со вторым коржом. Теперь аккуратно скатываем первую полосу в тонкий рулет. Подставляем этот рулет ко второй полосе плотно, стык в стык. И заворачиваем его. Так постепенно закручиваем 2 или 3 полосы. И в таком виде можно поставить рулет на подложку. Остальные полосы накладываем также стык в стык, оборачивая рулет, стоящий на подложке. Полосы очень тонкие и нежные. Каждую хорошо фиксируем на торте, слегка прижимаем. Верх аккуратно разравниваем лопаткой, чтобы образовался ровный слой. Можно подбавить немного крема, если остались ямки. И выравниваем. В идеале теперь нужно обернуть этот тортик разъемным кольцом подходящего диаметра. У меня получился диаметр примерно 14 см. Но если подходящего кольца нет, то можно обернуть плотной ацетатной лентой и закрепить скрепкой. Сверху накрываем пищевой пленкой. Отправляем торт в холодильник настаиваться на 5-8 часов. И можно сразу приготовить крем на покрытие. Для него нам понадобится 170 грамм рикотты, 5 грамм подсластителя и 10 грамм какао-порошка. Соединяем все ингредиенты блендером. Крем уже достаточно плотный и подходит для покрытия торта. Можно оставить его в таком виде. Но я предлагаю добавить немного шоколадности этому крему. Поэтому растапливаю на водяной бане 20 грамм шоколада без сахара. Когда шоколад полностью растопился, добавляю частями крем из рикотты. Тщательно перемешиваю первую часть, вторую, а третью часть крема я не стала полностью промешивать. Думаю, древесной текстуре только на пользу пойдет неоднородный цвет. Перекладываю крем в кондитерский мешок и храню в холодильнике до сборки торта. Когда торт настоялся, распаковываем его. Покрываем шоколадным кремом только сбоку, верхушка останется светлой. Выравниваем и наносим рисунок древесной коры. Для этого я использую фигурный шпатель, но точно так же можно воспользоваться ножом или вилкой с острыми концами. Первым слоем я нанесла основные линии рисунка коры, а потом прошлась еще. Тут чем больше рельефа, тем реалистичнее. Вот такой тортик получился. Издалека очень даже похож на пенек. Давайте его разрежем. Он мягкий и нежный. Простой и аппетитный разрез. Нежный воздушный бисквит, сладкий крем. Во вкусе крема чувствуется йогурт, это очень вкусно. А крем на покрытие, кора нашего пенька, имеет насыщенный шоколадный вкус. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!